Когда мы говорим о власти, мы почти автоматически представляем себе принуждение. Приказ, запрет, наказание, армию, полицию, тюрьму. Как будто бы власть и принуждение – это одно и то же. Но чем больше я читаю и читал фантастику, тем чаще я замечаю одну странную закономерность. Самые устойчивые системы в этих книгах обычно работают совсем иначе. Они редко держатся на страхе, редко держатся на насилии и почти никогда не требуют постоянного контроля. Наоборот, чем совершеннее система, тем меньше ей приходится делать то, что ей нужно. Люди начинают делать это сами. Именно поэтому сегодня меня интересует не вопрос, кто обладает властью. Этот вопрос мы с вами уже разбирали в первом выпуске. Меня интересует совершенно другое. Обязательно ли власти вообще кого-то принуждать? Или какие-то существуют механизмы, которые работают гораздо эффективнее страха и наказания? Чтобы разобраться в этом, я предлагаю посмотреть на 4 очень разные книги. «Обделенные» Урсулы Ле Гуин, «Сфера» Дэйва Эггерса, «Основание» Айзека Азимова и «Дающий» Лоис Лоури. И на первый взгляд между ними нет ничего общего. Но если посмотреть внимательнее, каждая из них показывает один способ управлять обществом без принуждения. И если сложить эти способы вместе, получится довольно интересная картина. Меня зовут Петр Самаров, я автор фантастического цикла «Империя предела». Это «Анатомия вымышленных миров», мой видеоподкаст о фантастике и о том, как фантасты исследуют общество и человека. Поехали. Начать я хочу с книги Урсулы Ле Гуин. Потому что именно здесь, как мне кажется, происходит первый важный сдвиг. Да? Когда мы слышим слово «анархия», многие из нас представляют хаос, отсутствие порядка, отсутствие правил. Мир, в котором никто никому ничего не может приказать. Ле Гуин предлагает при этом совершенно другую модель. На Анаросе почти нет привычных государственных институтов, нет политической элиты, нет привычной вертикали власти. Нет богатых, бедных в привычном для нас с вами понимании. И на бумаге выглядит все так, словно власть вообще исчезла. Но очень быстро становится понятно, что это не так. Она просто переехала. Переехала из государства в культуру. И именно это, на мой взгляд, один из самых сильных моментов романа. Человек сталкивается с ситуацией, когда ему почти ничего не запрещают напрямую. Никто не приходит к нему домой, никто не угрожает, никто не требует подчинения. Но при этом общество очень хорошо знает, каким должен быть правильный человек, какие идеи считаются правильными, как правильно себя вести и как правильно жить. И что происходит, если ты начинаешь отклоняться от этих правил. И тут возникает вопрос, который, как мне кажется, гораздо важнее разговора про анархию. Если человека никто не заставляет, но он все равно ведет себя определенным образом, свобода это или уже власть? Потому что влияние культуры может быть удивительно сильным. Мы хотим принадлежать к группе, хотим быть понятными, хотим быть частью сообщества. И поэтому очень часто начинаем подстраиваться под его ожидания еще до того, как кто-то нас об этом попросит. Ли Гуин при этом показывает очень неприятную, но важную вещь. Государство можно убрать, законы можно переписать, но пока существуют люди, существуют нормы. А значит, будет существовать и власть. Просто иногда носителем становится не государство, а сама культура. И это первый механизм власти без принуждения. Власть через социальные нормы. Но если культура формирует наше поведение через ожидания окружающих, то что происходит, когда эту функцию начинают выполнять технологии? Именно к этому вопросу нас подводит следующая книга. Если Ли Гуин показывает власть культуры, то Дэйв Эггерс показывает власть среды.
Именно среды. Не государства, не закона, не идеологии. Среды, в которой человек существует каждый день. И это важное различие. Потому что очень часто мы представляем себе власть как нечто внешнее. Кто-то принимает решения, кто-то отдает приказ, кто-то устанавливает правила, но в сфере происходит нечто гораздо более интересное. Система начинает работать так, что необходимость в приказах постепенно исчезает. В центре романа крупнейшая технологическая компания мира. Формально она предлагает людям только хорошие вещи. Удобство, безопасность, прозрачность, связность, возможность знать больше, возможно делиться большим. И с одной стороны, все это звучит довольно-таки привлекательно. Но проблема начинается тогда, когда эти идеи перестают быть инструментами и становятся моральными нормами. Именно этот переход и является самым важным в книге. Потому что власть очень редко приходит в нашу жизнь под лозунгом «теперь мы будем вас контролировать». Чаще она приходит под лозунгом «теперь вам будет удобнее». В какой-то момент в мире романа возникает любопытная инверсия. Раньше открытость была выбором. Теперь выбором становится закрытость. Раньше человек мог рассказывать о своей жизни. Теперь он должен объяснять, почему не хочет этого делать. Раньше прозрачность считалась возможностью, теперь же она становится обязанностью. И здесь появляется важный вопрос, который меня сильно зацепил, когда я читал эту книгу. Если система заставляет тебя раскрывать информацию о себе, это принуждение. А если ты делаешь это добровольно? А если тебе это нравится? А если ты сам выкладываешь всю информацию о себе и хочешь во всем этом участвовать, где в этот момент заканчивается свобода и начинается власть? На мой взгляд, главный страх Эггерса не с технологиями связан, и не с камерами, и не с алгоритмами, и не со сбором данных. Главный страх связан в том, что человек постепенно начинает воспринимать наблюдение за ним как норму. Не как какое-то исключение, не как какую-то чрезвычайную меру, а как естественное состояние мира. Мне кажется, именно поэтому роман до сих пор является актуальным. Потому что сегодня мы живем в огромном мире, где большое количество информации о себе люди выкладывают и публикуют добровольно, где многие рассказывают о своей жизни больше даже, чем могли когда-либо собрать любые самые продвинутые спецслужбы. И я сейчас не говорю о том, что это хорошо или плохо. Меня интересует совершенно другая сторона этого явления. Что происходит с властью в тот момент, когда люди начинают участвовать в контроле над собой совершенно добровольно? И ответ у Эггерса довольно тревожный. В этот момент власть становится намного эффективнее, потому что ей больше не нужно постоянно следить. Человек начинает сам следить за собой. Если у Ли Гуин поведение человека формировала культура, то у Эггерса его начинает формировать среда. Но существует еще один уровень, более масштабный. Что если власть вообще перестает работать с отдельным человеком? Что если ее интересуют не люди, а системы? И именно этот вопрос задает Айзек Азимов. Среди всех книг сегодняшнего выпуска «Основание» выглядит здесь чужеродно. Здесь нет тотального контроля, здесь нет камер, здесь нет давления общества, нет разговоров о правильном поведении. И именно поэтому я считаю, что эта книга очень важна. Потому что Азимова интересует совершенно другой уровень власти. Не человек, не группа, не общество. История. Когда я впервые прочитал «Основание», мне показалось, что психоистория — это какой-то красивый фантастический прием, способ двигать сюжет дальше. Но чем старше я становился, тем интереснее мне казалась сама эта идея. Селдон же ведь практически признает поражение перед отдельным человеком. Он не пытается предсказать, что сделает лично вы или лично я. Он считает это невозможным. Люди слишком сложны, слишком противоречивы, слишком непредсказуемы. Но дальше появляется любопытная мысль. Отдельный человек непредсказуем, миллиарды уже нет.
И это очень похоже на то, как работают сложные механизмы. Невозможно предсказать движение одной молекулы воздуха, но можно предсказать погоду. Невозможно предсказать поведение одного покупателя, но можно прогнозировать целые рынки. Невозможно предсказать жизнь одного человека, но можно увидеть закономерности развития целых обществ. Именно на этой идее построена психоистория. Что особенно важно для нашей с вами темы? Да? Селдон практически не управляет людьми напрямую. Он не отдает приказы, не строит диктатуру, не требует никакого подчинения. Он работает иначе. Селдон создает условия, меняет конфигурацию системы, переставляет элементы, подталкивает процессы в нужную сторону. Именно поэтому его влияние сохраняется даже тогда, когда Селдона давно нет в живых. И здесь я поймал себя на интересной мысли. В первых двух книгах власть работала через человека, через его желание принадлежать к группе, через его стремление соответствовать нормам, через поведение. У Азимова же власть начинает работать через систему. И это делает ее гораздо менее заметной. Поэтому человеку начинает казаться, что он принимает решения самостоятельно. Хотя пространство возможных решений уже давно кем-то спроектировано. И на этом этапе можно сказать, что мы уже нашли какой-то совершенный механизм власти. Но остается еще один вопрос. Что если у человека контролирует не поведение, не среду, не условия, а саму картину мира? Что если человек даже не знает, какие варианты выбора у него когда-то были? И здесь мы с вами поговорим о последней книге сегодняшнего выпуска «Дающий Лоис Лоури». Мы с вами затрагивали уже немного эту тему в предыдущем выпуске, когда говорили про цикл убежища Хью Хауи. Но я сейчас хочу немного по-другому посмотреть на эту тему и разобрать ее с немного другой стороны. Из всех книг сегодняшнего выпуска именно «Дающий» больше всего меняет взгляд на саму власть. Потому что до этого момента мы все еще говорили о людях, которые хотя бы теоретически могли увидеть систему, могли заметить давление культуры, могли задуматься о роли технологий, могли попытаться понять логику исторических процессов. У них оставалась точка сравнения. Они могли посмотреть на происходящее со стороны. В мире Лоис Лоури такой точки почти не остается. И именно это делает этот роман по-настоящему тревожным. На первый взгляд, общество дающего выглядит почти идеально. Нет войн, нет голода, нет преступности, нет серьезного неравенства. Нет конфликтов, которые разрывают общество на части. Люди живут спокойно, предсказуемо, безопасно. И если смотреть на этот мир издалека, возникает естественный вопрос: а в чем проблема? Почему читатель должен воспринимать этот мир как нечто, что-то тревожное? И ответ приходит постепенно во время чтения. Оказывается, общество достигло стабильности не потому, что решило человеческие проблемы. Оно достигло стабильности потому, что убрало значительную часть человеческого опыта. Боль, страдания, потери, любовь, страсть, память, выбор, различия между людьми, риск, неопределенность. Все то, что делает человека человеком. И здесь появляется фигура дающего. Единственного человека, который хранит память о прошлом. Память о том, что мир может быть другим, о том, что существуют другие способы жить, другие чувства, другие решения, другие варианты будущего. И именно в этот момент я увидел впервые книгу не как подростковую антиутопию, а как роман о власти. Потому что власть здесь строится на необычном принципе: не заставить человека сделать правильный выбор, а сделать так, чтобы других выборов вообще он не видел. Мне кажется, это одна из самых сильных идей во всей фантастике о власти. Да? Потому что большинство систем контроля работают с поведением. Сделай это, не делай этого, следуй правилам. Но если человек знает, что существуют другие возможности, всегда остается шанс сопротивления. Всегда остается шанс выбора. Всегда остается шанс сказать «нет». В мире дающего проблема глубже. Если ты никогда не видел другого мира, как ты поймешь, что тебя ограничивает? Если ты никогда не сталкивался с альтернативой, как ты узнаешь, что она существует?
Если ты никогда не переживал определенный опыт, как ты поймешь, что ты его лишен? Именно поэтому мне кажется важным, что хранителем памяти в романе становится один человек. Память здесь не просто воспоминания. Это возможность сравнивать. А сравнение – опасная вещь для любой системы, потому что именно оно позволяет увидеть, что существующий порядок не является единственно возможным. В этом смысле дающий оказывается логичным завершением всего выпуска. У Ле Гуин власть управляла нормами, у Эггерса – информационной средой, у Азимова – условиями, у Лоури – границами самого представления о мире. И каждый следующий уровень оказывается менее заметным, чем предыдущий. Именно здесь, как мне кажется, важным остановиться и вернуться к вопросу, с которого мы начали. Обязательно ли власть и принуждение? После всех этих 4 книг мой ответ нет. Более того, принуждение часто оказывается самым грубым и самым дорогим инструментом власти. Если системе приходится постоянно применять силу, значит, она тратит огромное количество ресурсов. Ей приходится следить, наказывать, подавлять, контролировать, постоянно напоминать о своем существовании. Но фантастика снова и снова показывает нам другую закономерность. Самые устойчивые системы обычно работают совсем иначе. Они становятся частью культуры, частью привычек, частью среды, частью здравого смысла, картины мира. И тогда необходимость в постоянном принуждении начинает исчезать. И мне кажется, именно поэтому разговор о власти в фантастике всегда оказывается разговором о человеке. Потому что в конечном счете власть интересуется не законами, не институтами, не технологиями, она интересуется границами возможного. Что человек считает нормальным, правильным, допустимым, что вообще способен представить. И вот здесь возникает мысль, которая, как мне кажется, является самой важной. Мы часто спрашиваем, кто обладает властью? Но после всех этих книг мне хочется задать совершенно другой вопрос. Какие идеи кажутся настолько естественными, что мы перестаем замечать их существование? Потому что именно в этот момент власть становится почти невидимой. Не потому что она исчезает, а потому что начинает восприниматься как естественный порядок вещей и становится фоном. Это была «Анатомия вымышленных миров». Меня зовут Петр Самаров. Я автор фантастического цикла «Империя пределов». Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Увидимся в следующий раз.